Приветики! С вами Ману, и сегодня я поведаю вам, как оценить ценность незнакомых предметов. Казалось бы, а что тут сложного? Берешь цену, указанную в ТТС или мастер-мерчанте, и выставляешь свой лот. Но вот незадача. Реальная ценность предмета– это вовсе не фиксированное число. Это то количество золота, за которое вы сможете продать вещь. При этом цена зависит от множества факторов. От вашего терпения, от положения гильдейского магазина, от текущего состояния рынка, да и даже от настроения потенциальных покупателей. Кто-то готов ждать месяц, чтобы продать подороже, кто-то хочет продать прямо сейчас, хоть за копейки. Та же логика работает и в обратную сторону. Кто-то готов ждать, чтобы купить подешевле, а кому-то нужно купить именно здесь и сейчас, и количество золота не важно. Ценность предмета в мире, где отсутствует единый аукцион и торговля рассеяна по множеству точек, вещь крайне относительная. Наличие ТТС как единого инструмента для поиска вносит некоторый порядок в хаос, но не может обеспечить продажу самого дешевого лота из существующих. Это связано не только с тем, что продажи продолжаются и за пределами ТТС, но и с особенностями самого сервиса. Он показывает лоты, которые кто-то увидел в последние сутки, а сам товар к тому моменту уже мог исчезнуть. И вот бегаешь от одного торговца к другому, надеясь найти нужное, лишь чтобы в очередной раз узнать, что тебя опередили. Разочарование от этого превращает поиск в утомительное испытание, где чувство бесполезно потраченного времени давит тяжелее любых игровых расходов. Неудивительно, что часть игроков предпочитает схватить первое, что попалось под руку, лишь бы не отправляться в очередное пустое путешествие по магазинам в поисках того, чего уже нет. Я хотел бы предложить какой-то универсальный рецепт, как оценивать стоимость, но правда в том, что его нет и быть не может. Поэтому самое важное, что я могу вам предложить, это учиться формировать свое понимание ценности, опираясь на опыт ваших собственных продаж и сделок. Для примера относительности цен расскажу о недавней продаже страницы мотива древних доисторических перчаток. Рекомендация ТТС далеко от 250 тысяч, за которые я ее продал, а аналогичных продаж через гильдии тоже не было. В действительности, мои продажи различных страниц этого стиля одни из самых дорогих в ММ, и все они около 100 тысяч. Казалось бы, объективных причин подорожания нет, остальные страницы того же мотива за неделю практически не изменились в цене. Однако по какой-то причине именно эти страницы внезапно стали дефицитным товаром. Я решил проверить спрос, поднял цену, успешно продал одну страницу, поднял цену еще немного и снова продал. Конечно, ситуация выглядит немного абсурдно, однако дело здесь не только в удаче, но и в большом опыте торговли страницами мотива в целом и древним доисторическим мотивом в частности. Не поймите неправильно, речь не о том, что торговля именно этим стилем особенно выгодна. Просто подобные ситуации возможны, когда ты хорошо разбираешься в конкретной нише. Мораль этой истории проста. Рано или поздно нужно углубляться в детали и разбираться в тех товарах, которые вы успешно продаете. Изучайте все, что влияет на их цену. Находите закономерности, и тогда данные СТС и ММ станут для вас не единственным ориентиром, а одним из инструментов, которым вы сможете пользоваться по-своему в каждой ситуации. Нельзя просто сказать: смотрите на количество предметов в продаже. Если их 5, продавайте в 3 раза дороже. Если 10, по верхней планке ТТС, а если 20, по нижней. Это не имеет смысла. Ни в контексте конкретного стиля, ни в разрезе страниц стилей, ни тем более для предметов в целом. Слишком много факторов влияют на цену, и они радикально различаются от товара к товару. Такое упрощение– это просто ложь, которая вводит в заблуждение, а этого мне бы хотелось избежать. Каждый предмет уникален, как и факторы, влияющие на его цену. Иногда товар может быть в единственном экземпляре на сервере, но никому не нужен и не стоит даже 100 тысяч. А бывает, что предметов десятки, и все равно их цена переваливает за миллион. Поэтому никогда не слушайте тех, кто пытается рассказывать о ценах, не имея опыта в торговле. Некомпетентные люди часто не осознают своей некомпетентности. А еще опаснее советчики, которые немного что-то знают. Такие люди нередко считают себя экспертами, придумывают бесконечные объяснения своей правоты и даже готовы отрицать реальность, если она расходится с их представлениями. Что ж, надеюсь, я достаточно подготовил вас к тому, что дальше я буду лгать, рассказывая о критериях, которые помогут оценить стоимость незнакомых предметов. Грустная правда в том,
что без глубокого инсайта от человека, который прекрасно разбирается в конкретном товаре и вдруг решил поделиться с вами своими знаниями, вам придется опираться на ложные критерии. Эти оценки будут сомнительными и потребуют проверки на практике. Но только через множество таких проверок, ошибок и наблюдений за рынком вы сможете выработать свое собственное понимание, позволяющее идти дальше того, что показывает ТТС и Master Merchant. Когда вы сталкиваетесь с незнакомым товаром, первое, на что нужно обратить внимание, это график в Master Merchant. Если вы торгуете недавно, данных может быть мало, но за пару недель накопится все необходимое для анализа. Если на графике много точек, как, например, у цирконовых пластин, это значит, что товар хорошо продается, и его цена, скорее всего, лежит в пределах ММ. Перед тем, как выставить товар, проверьте свою гильдию. Если аналогичных лотов нет, можно попробовать продать по верхней границе ММ. Если что-то уже выставлено, ориентируйтесь на цены конкурентов. Если точек на графике меньше, но продажи есть, нужно действовать осторожнее. Сначала проверьте, есть ли что-то в ваших гильдиях. Если нет, сверяйтесь с ТТС. Если цены ММ и ТТС совпадают, это ваш ориентир. Если на ТТС мало лотов, или они стоят не в пределах данных ММ, попробуйте поставить цену выше. Если же на ТТС много лотов, то есть смысл ставить по нижней границе того, что вы там видите. Если точек мало или их совсем нет, смотрите на данные ТТС внимательнее. Оцените не только текущие лоты, но и графики количества продаж и листингов. Если продаж много относительно числа лотов, цене ТТС можно доверять. Если же продаж мало или совсем нет, будьте осторожны. Возможно, товар слишком дорог для рынка, и его реальная стоимость намного ниже. Надеюсь, этот небольшой гайд поможет вам разобраться с оценкой незнакомых товаров. Помните, все приходит с опытом. Анализируйте, пробуйте, экспериментируйте, и однажды это принесет вам успех. Спасибо за просмотр. Если было полезно, лайк, подписка и до встречи. Прибыльных сделок и хорошей торговли. Пока!